Специальный гость Линдон Бьернофф. Линдон, you are now, the microphone is now yours, and I'll be translating for you. I'll be switching off my screen. It's all yours. You'll only hear my voice. No problem. Thank you, Vladimir. It's fantastic to be on the Zoom tonight with all of the Jeunesse family there in Russia and CIS. Очень-очень здорово быть с вами сегодня. У меня сегодня вечер, потому доброго вечера. Приятно быть с вами на вебкасте со всеми моими друзьями из России и со всеми моими друзьями из сопредельных государств с общим названием СНГ. For me, early tomorrow, I'm going to be flying to Cape Town in South Africa. And then for 6 weeks, I will be doing events all through Africa, the Middle East, heading to Moscow, all through Europe, about 13 different countries. Я сейчас с вами общаюсь из города, который называется, из которого я лечу в следующий город, который называется Кейптаун. И там я проведу практически 6 недель с небольшим перерывом. Я прилечу, естественно, на мероприятие в Москве. Я буду обязательно на мероприятии в Москве. После этого обратно улечу и буду делать серию мероприятий в Африке, на Ближнем Востоке. И потом у меня еще будет группа мероприятий в Европе. В общем, 6 недель я буду в пути, рассказывая про Jeunesse. And to finish off the tour, I'm looking forward to the European Lead event in Prague. And then we'll be heading back to Australia for the Australian conference just a couple of days later. И я обязательно также буду, конечно, на пан-европейском, на общеевропейском мероприятии в Праге, которое будет, что называется, таким бриллиантом в короне моего путешествия. А оттуда я полечу обратно в Австралию. У нас австралийское, наше большое тоже гала-мероприятие. Give you a little bit of information as to why events are so crucial. И сегодня я хотел поговорить с вами, сегодняшним вечером, для меня, как я сказал, это вечер, я думал о том, что нужно поговорить с вами, почему мероприятия являются ключевым звеном в цепи наших дел и нашего общего развития. So, for me, I love to be able to build from one big event to the next big event. Я лично очень люблю строить от мероприятия к мероприятию. Я строю весь свой график от мероприятия к другому большому мероприятию. You know, one thing as a network marketer is that it's very, very hard to get consistent results, to get new leaders, new people enrolling on a regular basis. Очень тяжело в любом деле, особенно в деле многоуровневых продаж, иметь постоянные, что называется, результаты, постоянно развивающееся действие некое. Оно скорее идет некими рывками от успеха к успеху, от раза к разу. So even though you can't get guaranteed or consistent results, the one thing that you can have some control over is putting in a consistent effort, to put in a consistent energy, and to put in a consistent involvement with your business. Но несмотря на то, что невозможно иметь некого постоянного потока развития, что называется, можно иметь некий постоянный поток прилагания усилий к тому, чтобы развиваться. То есть можно прилагать усилия в каком-то постоянном развитии, в каком-то постоянном потоке с тем, чтобы достичь хорошего результата этими отрывочными победами. And this is really a little bit of the art of people who can be successful in this industry, is patience and making time your friend, you know, being able to commit to this industry long enough to get good and to be able to enroll good people gradually over a long period of time. И отличительная черта тех в нашей индустрии, кто добивается успеха, именно и заключается в том, что у них есть такой навык, как терпение. Они могут терпеть, прилагая усилия в течение длинного промежутка времени, чтобы потом это количество переросло в качество, и у тебя был серьезный результат. So with events are a fantastic place for people to make decisions. You know, if you're trying to prospect, if you're trying to enroll new people, if you're trying to activate distributors in your team, there is no more powerful location than at an event, especially a major event.
И мероприятие – это всегда то самое место, на котором и принимаются серьезные решения теми людьми, которых вы приглашаете или которых вы, что называется, питчите с тем, чтобы они присоединились к Jeunesse. И именно на мероприятиях, и особенно на больших мероприятиях, людей, что называется, в хорошем смысле этого слова, прорубает, и они принимают решения. So at the Russian conference, it's a great way of being able to have your team re-engage, to recommit, to energize, their batteries, and move fast, quickly over the coming months. И вот эта конференция, которая состоится в Москве, в России, это конвенция, извините, которая состоится в Москве, в России, это большое мероприятие именно такого плана, на котором можно замотивировать людей, на котором можно сработать так, чтобы они еще раз стали в еще большей степени преданы Jeunesse и шли к новым успехам, к новым результатам в течение последующих месяцев, в течение последующего года. And truthfully, it's really one of the secrets of the diamonds. When you look at diamonds in Jeunesse, they attend all the big events. They know how important they are. They respect them. They utilize the energy that's created at these events. And at the same time, they recharge their batteries. They really drink in that enthusiasm that occurs at these events. И на самом деле в этом и есть секрет, в этом и есть тот самый секрет, то самое рациональное зерно, то самое место, где, собственно, собака порылась, что называется, как стать бриллиантом. Если вы посмотрите на наших бриллиантов, они не пропускают, истинные бриллианты не пропускают ни одного важного события. So for me, these events are such a priority, and why I haven't missed a Russian conference for a number of years now. И для меня это тоже приоритет, если вы замечаете, я ни разу не пропустил за все эти года, я ни разу не пропустил ни одной российской конвенции, которая происходит в Москве. So I know there will be people coming from Siberia, from Kazan, from Vladivostok, all over Russia, but no one's going to be coming as far as me. Я знаю, что люди будут приезжать и из Сибири, и даже из Владивостока, и из Казани, где Влад сейчас находится. Но никто не покроет большего расстояния с тем, чтобы прибыть в Москву, чем я на самом деле. And I wouldn't miss it for the world. So I'm really looking forward to meeting a lot of the Russian stars, but also meeting a lot of the stars of the future. Ну и вы понимаете, что несмотря на то, что для меня это непростое путешествие, очень длинное путешествие, я ни за что бы не пропустил эту российскую конвенцию. Я обязательно на ней буду, и я обязательно на ней буду вместе с другими достойными людьми, их будет много, и не только с достойными, уже доказавшими людьми, но мне хочется посмотреть и на подрастающее поколение, которое растет, становится на ноги, становится истинными новыми молодыми лидерами Jeunesse. So while I've got a few minutes to share with you, I want to give 10 quick points that really helps to decide whether you're going to be successful in this industry. So if you have a pen, write them down and make sure that you do these 10 things really well. И коль скоро мне дали, отвели сегодня время на то, чтобы я с вами поделился важной информацией, я хочу поделиться с вами 10 ключевыми вещами. Я советую вам настоятельно, возьмите ручку, если она есть у вас под рукой, и запишите эти 10 ключевых вещей для того, чтобы стать успешными. So, firstly, one of the most important things is to make a decision. A lot of people come into this industry without full commitment. So if you're going to build Jeunesse, build it with 100% passion and commitment. Первый пункт – это принятие решения. Если вы либо принимаете решение, либо не принимаете. Если вы, что называется, приняли полрешения, то в итоге вы не приняли решение. Если вы приняли решение, то принимайте его на 100%. Стройте Jeunesse с открытым сердцем и с полным, что называется, и с полной приверженностью этой идеи. For many people, getting involved in Jeunesse, it really isn't a big financial commitment. It's quite inexpensive, and they don't treat the business with the respect it deserves. If you want to become a diamond, if you want to build a big income, it's possible, but you have to really
respect this business, and give it your full commitment. Многие люди присоединяются к Jeunesse, но потому что присоединиться к Jeunesse не стоит больших денег, они относятся к этому бизнесу по той цене, которую они, или по тем деньгам, которые они инвестировали в этот бизнес. На самом деле надо относиться к этому по-другому. Если вы хотите стать бриллиантом, то надо относиться к этому как к инвестиции в бриллиант, как бриллиантовой инвестиции. Secondly, what you have to do is to set your target goal. What are you wanting to achieve out of Jeunesse? What rank? What is your ultimate achievement that you want to set in Jeunesse? Вторая вещь, которой надо научиться, это постановки целей и задач. Чего вы хотите достичь, какого уровня вы хотите достичь, какого уровня ранга, какого уровня дохода вы хотите достичь. And the reason for being able to do that is that you have to establish a plan. So number 3 is establishing your work plan, establishing your level of time commitment. You know, if you want to be a diamond, this is not a part-time business. You have to put in, more than a full-time effort. You know, if your goal is to be a sapphire elite or a ruby, you can do this part-time. You can do it on top of your day job, but work out a plan and a level of time commitment that really makes your target goal possible. Третья вещь – это план. Надо построить свой план, реалистичный план, который базируется на второй вещи, на ваших целях и задачах. Потому что если вы планируете стать бриллиантом, то это, что называется, полноценная ежедневная работа полного дня. Вы не можете работать на полставки и стать бриллиантом. Такого не бывает. Вы можете работать на полставки и стать сапфиром, возможно, элитным сапфиром, возможно, даже рубином. Но если ваша цель стать бриллиантом, то надо работать на полный рабочий день каждый день. И если же вы хотите чего-то меньшего, и вас это устраивает, то можно работать, конечно, на какой-то работе, а вечером заниматься частично несколько часов в день, инвестировать в Jeunesse и достичь каких-то результатов сравнительно скромных, но достойных. Number 4 is to understand what your job description is. What is it to be a network marketer? What do you need to do? In network marketing, it's very easy. We are brokers of information. We share a very powerful story that can bring people hope and success. Четвертый пункт – это понять нужно, необходимо каждому понять, в чем состоит твоя работа, в чем состоят твои должностные обязанности. То, что на английском называется job description или по-русски должностные обязанности. В чем они состоят? Мы на самом деле информационные брокеры. Мы доносим информацию о том, как можно стать успешными в этой индустрии, в этой компании и действительно достичь больших результатов, большого успеха. Most people won't necessarily join you. I have the same problem. But as long as I can share passionately the story about Jeunesse and I do it consistently, enough people will join me over time to be able to build a diamond-sized business that I have with over 400,000 distributors around the world. Большинство людей не присоединится к вам, когда вы будете рассказывать эту историю. Большинство людей, с которыми я делюсь своей информацией, не присоединяются ко мне. Нужно терпение, и постепенно вырабатывается навык. Но тем не менее, если я рассказываю свою историю с достаточной степенью уверенности в себе, с большой энергетикой, с большой страстью, то ко мне, как вы увидели, присоединилось достаточное количество людей с тем, чтобы я построил бизнес бриллиантовый, даже двойного бриллианта по всему миру. И у меня уже 400 тысяч дистрибьюторов по всему миру, которые помогают мне строить и далее. Number 5 is to create your business partners list. I mean, our job description is to share information, but we need an audience. And we want to be able to share this information with the highest quality people that we can. Следующий пункт в моем списке – это умение, навык по поводу построения списка моих так называемых партнеров, либо будущих партнеров, потому что в этом тоже часть моих должностных обязанностей. Я должен уметь строить список тех людей, которых я с большей степенью вероятности смогу, что называется, на неком этапе подписать в наше движение. There are 5 groups of people that I really like to target. Firstly, people that have had experience in the industry before.
entrepreneurs and small business owners, people that are involved in the health, beauty, and fitness industry, salespeople, and also people that have influence in the community, those with respected occupations. И существуют ключевые группы специалистов, на которых я всегда целюсь, потому что я знаю, что они с большей степенью вероятности ко мне присоединятся. Это те люди, которые уже когда-то были или есть в нашей индустрии, но находятся в других компаниях. Это те люди, которые работают в сфере здорового образа жизни или здравоохранения, которые тоже с большой степенью вероятности поймут, что называется, наше дело и нашу компанию. Это те люди, которые являются ключевыми экспертами, те люди, к которым прислушиваются, которые являются лидерами общественного мнения, так называемые. Это просто бизнесмены, которые развивают бизнес в той или иной сфере, которые быстро понимают, в чем логика бизнеса, в чем суть и логика нашего бизнеса в частности. Вот именно на такие группы, на таких людей я всегда и целюсь. Number 6 is to be able to learn what to say. If our job is to broker information or to share a powerful story, learn that story. Make sure that you can share about why these products are fantastic, why, who is Jeunesse, why it's a fantastic time to be involved, and why this is the best kept secret for entrepreneurs in all of Russia and CIS. Шестой пункт заключается в том, что необходимо научиться, что конкретно говорить. Надо выучить свою историю, надо натренироваться на своей истории. Нужно правильно произносить, почему Jeunesse лучшая компания, почему лучшее время сейчас, именно сейчас присоединиться к этой компании, почему у нас лучшие продукты, в чем их логика, в чем их рациональное зерно, в чем их превосходство над другими компаниями, и почему и как можно построить большой, великий, безграничный бизнес. Number 7 is to be a team player, to be able to find someone within your team that can help coach you, someone who can help you talk to your best contacts, to be able to cooperate with leaders, not only in your upline, but also downline. Седьмой пункт – это то, что я называю необходимо научиться стать командным игроком. Надо уметь играть в команде с вашими аплайнами, с теми, кто над вами, в команде с вашими даунлайнами, те, кто под вами подписаны. Надо всегда уметь быть командным игроком с тем, чтобы правильно обучать и правильно учиться у тех, кто лучше вас. Number 8 is to be able to tap into the system. So this industry supports those with initiative, those that are prepared to put in time in their own effort, but you've got a lot of things that can help you. The Russian conference is a fantastic part of the system that you can tap into. The regular Zoom meetings, the team events, opportunity events, these are all great parts of the system. The Jeunesse website and back office, make sure you use those things. Восьмой пункт – это надо уметь стать частью системы, уметь оседлать систему, уметь освоить систему, уметь строиться в систему. Под системой я понимаю некое широкое понимание системы. Надо понять, как тебе помогают и встроиться в эти самые русские вебкасты, которые происходят каждую неделю, в ту самую конвенцию, которая происходит в феврале, в те самые мероприятия, которые происходят во всех городах, республиках, странах и весях более маленького масштаба. Надо использовать эти мероприятия, надо капитализировать на них. Надо понять также, как работает просто система, бэк-офис, другие вещи. И надо использовать все это правильно с тем, чтобы добиваться больших результатов. То есть надо научиться стать частью этой системы и освоить эту систему в глобальном понимании слова «система». Number 9 is to become a product of the product. You know, Jeunesse diamonds are passionate. They're passionate about the business. They're passionate about the products. They use the products, and they're believable. People out there want to do with business that they can believe in. Следующий пункт, 9-й пункт, это надо стать продуктом продукта. Надо научиться стать продуктом продукта, и надо в итоге таки стать продуктом продукта. Надо со страстью, с уверенностью рассказывать про продукты. Для этого нужно понимание продукта.
Все наши самые успешные лидеры, они действительно продукт продукта, они с большим страстью, с большой страстью, с большой степенью уверенности рассказывают про продукт до такой степени, что люди просто не могут отказаться. Они хотят этот продукт в итоге, покупают этот продукт. And number 10, and the most important, is to dare to dream, to be audacious enough to believe that you can actually become a diamond, that you can achieve big things in this industry. И последний пункт, на мой взгляд, он самый важный. Необходимо научиться мечтать. Необходимо быть отважным до такой степени, чтобы мечтать о великом. Необходимо научиться быть таким отважным, чтобы мечтать и верить в то, что я таки да, стану бриллиантом, я буду бриллиантом. There are diamonds of the future waiting to hear this Jeunesse story. They're waiting to find someone that they can believe in. They're waiting to find someone who's passionate. They're waiting to find someone that can help them believe that they have the courage to achieve. And if you can be that person, you can be that next diamond there in Moscow. Существует такое понимание, такое наименование, я бы сказал, как будущие бриллианты. Они уже здесь, они, возможно, сидят сейчас в этом зале, что называется, в этом виртуальном зале, и слушают меня, слушают других спикеров. Возможно, они еще не научились мечтать высоко и мечтать о великом, но вот именно сейчас, возможно, сейчас происходит тот момент, когда переключается их сознание, и, возможно, для других оно переключится, что называется, на конвенции в Москве, и эти будущие бриллианты родятся, и через небольшой промежуток времени они таки, да, станут бриллиантами, они достигнут этой степени, достигнут этого ранга. So everyone, I'm super excited to be coming over to Moscow. I think you have one of the best corporate teams over there with Vlad and staff to give you fantastic support. And I know for me, it's one of my absolute favorite events that I get to come to each year. So I'm certainly not going to miss it. And I'm looking forward to meeting as many of you there as possible in Moscow, to shake your hand and to have some photos. Я обязательно буду в Москве, как я сказал, обязательно буду на этой конвенции. Я хочу и вас всех пригласить на эту конвенцию. Будьте обязательно там. Это будет превосходное мероприятие. У вас превосходная корпоративная команда, которая находится в московском офисе и помогает вам по всем направлениям развития вашего бизнеса. Они прекрасно организуют мероприятия, сами мероприятия, любые мероприятия, особенно ключевые мероприятия. И это одно из лучших мероприятий, которые я посещаю, поэтому я вам обещаю, что обязательно на нем буду. Я не пропускаю ни одного московского мероприятия и настоятельно рекомендую вам быть там тоже. Давайте встретимся, пожмем друг другу руки, обнимемся, поделимся интересными историями. So I just hope that when I get there, it's not too cold. You know, here in Australia, it's very, very hot at the moment. We're going through a little bit of a drought. So these minus 20 degree temperatures are scaring me a little bit, but hey, nothing's going to stop me from coming to Moscow. Единственное, я надеюсь, что не будет так холодно, как было в первую зиму, когда я первый раз посетил Россию. Я помню, были очень сильно отрицательные температуры, было очень холодно. В Австралии сейчас жарко, сейчас у нас даже засуха. Но ничего на свете меня не испугает, даже если будет минус 20 или еще меньше, я все равно прилечу, все равно буду участвовать в этом прекрасном мероприятии в Москве. So see you in Moscow, guys. До встречи в Москве, дорогие мои.